1,5, Димыч. Молодец. 30. Ради того, чтобы... Нет. Гигантская работа. Ты повелитель окуней. Дима, это было жопа просто. Такой хороший пацанский походик. Посмотри, бобер ползет по плотине. Нет, вообще. Речку выбрали, надо выбрать маршрут. И день, и час. Салют, ребята. Извините, что без традиционного вступления с обходом лагеря мы приехали на форель. Просто время уже 8:30 вечера, июль. Мы быстро собираемся и чешем на одно местечко на повороте реки. Надо немножко попробовать сегодня его обловить. А уже вечером будем кушать, обустраивать лагерь, заселяться в домик. Пить пиво. Позже вы все увидите. А завтра у нас мы утром встаем и чешем на речку на целый день. Причем не просто на речку, а на речку, которую мы еще не посещали. Соответственно, вы ее еще не видели. Одеваем вейдерсы и чешем на рыбалку. Я сегодня буду пытаться поймать вечернюю форель на спиннинг, а Дима сооружает нахлыст. От слова нах. Так, ну что, и спиннинг и нахлыст брать? А? И спиннинг и нахлыст брать? Да. Ботиночки, мои ботиночки. Ай, блин, аж руки трясутся, как на рыбалку охота. Под сашими. Ну Да? тогда иди в холодос клади. Пойду положу, конечно, надо охладить до 5 градусов. Что за? Вот 5 градусов. Отлично. Что это у тебя, Дим? Ну, поденка на крупную форель. А, так это крупная поденка. Угу. Чем мы мелочиться будем? Все, погнали. Дерево упало в воде.
Уровня вообще нету. Даже Хариус не выходит сегодня. Кто не выходит, да? О, удар. Димыч, Хариус у меня ударил. Поддык? Да, вон в той струе. Короче, я думаю, не надо тратить время, пошли лучше за ямами. Сходим тут. Потому что метрового Хариуса было. Ага. Да? Да, ударчики. О, бля, вот это хороший был удар. Есть там, Дима, что-то. Удар, еще удар. На. Черную вертушку надо поставить. О, есть, блин. Мы на реке. Естественно, около лагеря немножко побросали. Поздоровались с речкой. Там просто красиво очень. Но никогда особо не клюет. Нахлостом Хариус. А на спиннинг, ну так, по крайней мере, у нас. Идем мы в одно наше проверенное местечко. Идти надо по лесу. Сначала по реке шли, теперь по лесу идем. Очень сильно обмельчала речка. Все-таки середина июля. Поэтому шанс найти крупную форель есть, само собой, только на ямах. Вот на одну из которых мы сейчас идем. Там поворотик. Ну, сейчас придем, увидите все сами. Выходов на речке нету. Хариус себя не показывает. Форель радужная, которая здесь водится, в том числе, которая может себя показывать, тоже не показывается. Ну, сами гляньте. Тут можно долго стоять, наблюдать. Никакого движения. Дима, как старый нахлостовик, пока я там бросал, он стоял, наблюдал. У него вот с собой и спиннинг, и нахлост. Мы решили проверить на все, что возможно. Ну, посмотрим, как будет. Не дойдя до места, Дима предложил тут. Увидел такое подобие ямки. Да, потому что можем походить по лесу и даже не закинуть. Предложил пару разков кинуть. Да, совсем мелко. Я помню, там я ходил, там была глубина довольно большая. Вообще глухомань. Ни ударчика, ни выхода. Ну, конечно, и место такое себе. Осталось нам идти буквально 200 метров. Надеемся мы на этот поворот. Мы приехали сегодня не только для того, чтобы утром, кстати, у нас завтра был целый день, но и для того, чтобы вот эту ямку обкидать. В прошлый раз были крупные выходы там. А завтра мы будем совсем на другой речке, неподалеку. Ой, слепни какие больные. Вот на ту речку у нас и надежда. Есть. А, блин. Хорошая. Я не знал, что здесь угри водятся. Да. Эти Дугообразный. дугообразные, дуговики. Да. Ну что, пошли, Димыч. Пошли.
Вот, ребят, подходим к заветному поворотику, на который все надежды сегодня. Димон, кажется, слышал выход. Я слышал лай Спускаемся собаки. здесь. Ну, начинаем, Димыч. Пошла рыба. Да. Нет, Спускаемся аккуратненько. Да, вижу. Какая-то рыба стояла. Что ты говоришь? я говорю, чуть подождем, чтобы все успокоилось. Да. Может, увидим, где выход. Первый выход увидим, начинаем ловить. Уровня воды вообще нету. Здесь обычно вот эти камни под водой. Вот та яма, которая идет под тем берегом. От нее вообще ничего не осталось. Может быть, мы вообще сегодня вечером зря сюда вышли. Надо было, может быть, в лагере готовить какую-нибудь вкуснятинку. Крупная рыба ушла в какие-то откровенные ямы. Но мы этих ям здесь не знаем. Ну, короче, наша яма вовсе уже больше не яма. Потому что там была глубина вот такая. Еще буквально месяц назад. А сейчас глубина ну такая. Ну, а время сегодня уже искать ям нету. 9:30. Пройдем немножко пару поворотов, посмотрим, покидаем, может найдем какую-то корягу подмытую. Потому что деревья время от времени падают и довольно быстро могут образовываться какие-то места укрытий. Вот, ну и пойдем в лагерь, потому что основная это рыбалка завтра, мы для этого сюда приехали. В лагере мы сегодня будем что-нибудь поедим, попьем чайка, позалипаем у костерка и ляжем спать. Завтра подъем. Давайте еще погуляем по речке и пойдем в лагерь. О, видел? Зацеп, Димыч? Вначале думал удар, форель. А, как дно крепкое? Ой-ой-ой. Димон, может не надо? Нет, буза конкретная. Может, и не надо. Давай руку. Давай руку. Ну, Наверное, рви. попрощаюсь, если. Плавненько рви и все. Можешь сплавать. Ну, это по твоей части. Ну, это по твоей части. Даже не открываешь. Нифига, ребята. Пока что рыбой не пахнет. Ну, правда, штиль полнейший. Давление хреновое. 3 пота с меня сошло уже, пока я до сюда дошел. Выходов рыбы вообще нету. Не ударила, не укололась. Шансы еще есть. И где? О, блин, выход был. Ай-яй-яй-яй-яй. Прямо около этого. Уже вытаскивал блесну. Вон она гналась опять. Сейчас будем менять приманку. Давай. Радует, хоть что-то есть. Радужка была. Ну, давай, подруга. Поменял приманку.
Есть. Отпускаем быстренько. Первая, я думал, радужка. Оказалась ручьевая. Продолжаем. Поменял размер наживки, более маленькую, более естественным цветом. И вот вышла рыба. Ну что же меня такой не было видно. Летит. Есть. Угу. Что это? Голова? Не, радужка. А, ручьевая, Тимыч. Ручьевка. Почти ночь. 10 часов ночи. Продолжаем лов. Ждем трофей. Оставили Диме участок метров 150 реки. Идем чуть-чуть выше по течению. Тогда он спокойно может облавливать, я ему не буду мешать. А он не будет мешать мне. Вот сюда, пожалуй, выйдем. Вот это вот ольха меня в прошлый раз наказала. Закинул я на нее воблер.
деревом взяла. Очень уловистый воблерок. Ну-ка, форели пойму. Не, Никита, не надо. Рыба пойдет. Уровня нет вообще воды. И, ребят, ну такая вот глубина. Кое-как я выманил там этих ручьевых пеструшек. Вот здесь я только что кидал. В прошлый раз вот такую хорошую форель достал. Крупную. Но глубина была, ну, сантиметров, наверное, 60. Ну а сейчас вот 20 сантиметров. Ну 30. Сейчас еще за поворот зайду, посмотрю, что там. Если ямок никаких нет, то пойдем в лагерь ужинать. А завтра надежда на завтрашнюю речку, на которой мы еще никогда не были. Посмотрим, какой там уровень. Возможно, там другое дно и есть ямы. Здесь каменистые реки, здесь ям. Здесь очень сильно зависит от уровня. Ям почти нету. За камнями не сильно вымывает, потому что довольно твердое дно. Давайте последние повороты, пойдем в лагерь. Искупались. Пойдем. Что, Дима, сегодня будем кушать? А что поймали, то и будем кушать. Я отпустил. Ну, я-то хоть не отпускал. Ну да. Ты сегодня что поймал? Сардельки, сосиски? Сардельки. Сосиски и что ты еще? Говяжьи. Салат хотел Салат. заплатить? Сардельки на тебе, Салат на тебе. салат на мне. Погнали. Оливковое масло нам еще надо будет. Сковородочка, сковородочка моя. Грязная. Не. Шеф, я натру вам доску. Не. Натри мне доску. Как должен петь? Надо сказать, Даша. Да, шеф? Масло у нас только экстра virgin. Не знаю, вроде как типа будет гореть, но попробуем. А уровень ты выставил? Не, я буду сардельками размазывать масло. Угу. Пошло. А что у нас завтра по плану? На ужин завтра у нас я пожарю отбивные с курицей. Я, как мы договаривались, картошку тогда, да? Да. Хорошо, что мы с тобой взяли молоток для отбивания курицы. Хорошо. Молодцы. Ну, что-то придумаем. Можно вилкой. Можно вилкой или утюгом. Ну-ка, сколько он весит. О, нифига себе. На самом деле, что-то можно Попробуй, придумать. сколько он весит.
Слушай, смотри, они жарятся и крепенькие, не разваливаются, не Это лопаются. очень важно, это значит технология соблюдена. Да-да-да. Это здесь получается внутри высокоуглеродистая Это сталь. я знаю, Да. я же разбираюсь. И она зажата более мягкими. Да, просто что она откована, видишь, какими-то штампами. Можно этого. А где ты взял его? Ну, как обычно покупаю. И я купил. Ручечка такая из Венги. Венги или палисандр. Невысоко подкинул, потолок мешает сейчас. Ну, нормально было. Нормально. Его, наверное, знаешь, как топорик? Я первый раз таким. Вот так, наверное, надо держать, да? У него рез получается очень ровный, смотри. А ты половинку только будешь? Да, я хочу еще на завтра, на самом деле, оставить. Цепану попробую. Давай. Ну как? Очень вкусно. А может быть, у нас много овощей, может быть, все закинем. Завтра какой-то новый придумаем, правда? Саня, теперь можно добавить оливковое масло. Димыч, слушай, центряк будет вообще. Ну, слушай, я в последнее время просто подсел на такой салат. Ни гарнир никакой не надо, ничего. Вообще огонь. Слушай, бальзамик будем добавлять или? Не, давай не будем. Не будем. Давай попробуешь так. И если вдруг решишь, то добавишь. Уже в тарелку. Тарелку себе, да. Запах, конечно, пошел, Димыч. Сосисоидушка. Сарделёйдушка. Поджаристая, слушай, класс. Слушай, а не ели же толком сегодня, да, вроде? Знаешь, еще что в этот салат можно было, Димыч? Оливки. А? Оливки. Оливки и этот авокадо. Или ты не любишь авокадо? Ну, салат нет. Так, ну что, Димыч, приятного аппетита. Ну, приятного аппетита, давай пробовать. Смотри, говяжье. Я с хреном попробую. Слушай, Блин. приятнейшая. Пробуй сосиску, какая она сочная. Она, кстати, посмотри, не лопнула нигде. Угу. Ни сардельки не лопнули, ни сосиска. Главное нам не лопнуть. Ну, от хрена только название, да? Но сама сочная.
Не, ну вкус хрена есть, просто Реально? остроты нету, да. Ну что, поели, пора поспать. Было вкусно. Посидели, переварили. Можно идти Погнали. в деревянный домик спать. Пойдем? Пошли. Доброе утро. С вами говорит невыспанная рожа. Завариваем кофе и отправляемся на таинственную реку, на которой мы еще никогда не были на ловлю форели. Вот такой ширины. Так. Яйца будем отбирать.
называется. Знаешь, что я с собой взял, Димыч? Как думаешь, как открывается? Ты вот так не откроешь, там ножик надо или Не, ну тут вот Ну, написано. так. Вот, раз, два. Видишь, для позиции. Более грубый помол и менее грубый. Серьезно? Да. Я жил всю эту жизнь, покупал эту баночку и не знал этого. Гришковец. До скольки же дожил ты, если ты знаешь, кто такой Гришковец? Я даже не знаю. Не знаешь? Нет. Группа Бигуди не знаешь? Нет. Ну Ну, ладно. напой что-нибудь из группы Бигудей. О, И настроение улучшилось. Знаешь такое? Нет, Да ладно. не знаю. Ну ладно. Потом поставится. Вечером перед сном. Но лучше утром, чтобы ты думал все весь день об этом. А Гришковце. Угу. Может мне тогда закачать и в наушниках ловить форель с Гришковцом? Да, точно. Про Каждая песня про форель у него. Ну, понятно. Поющий рыбак. Ну, Димыч, вот эта колбаса мне больше нравится. Как? Вот это, по запаху. Ну, ты попробуй каждую вначале. Вначале эту попробуй. Кожа у колбасы толстая просто. Толстокожая колбаса. Слушай, Тоже? твой тоже не берет. Ну попробуй, Димыч. Кожу сними. Да, эту. Ничего, да? Почти как шведский стол. Что ты? Бекон, яйца. Ваш кофе? Угу. Спасибо. Так, ну что, ребят, мы оделись, собрались и отправляемся на реку ловить форель. Туда должна сегодня попасть. У тебя все крупная синенькое, форель. Да. у меня красненькое. И почему?
Добрались до речки. Идем. Уже начинается интересно. Заросли. Тут даже какая-то дорога есть. Может, и на джипе можно было бы даже просочиться по ней. Но она такая. Хотя нет, не скользкая, нормальная. Сейчас посмотрим, как здесь река выглядит. Тихо. О! Слышишь, Димыч? Слышу, да. Сразу перекатик. Пойдем посмотрим. Трава по пояс. Ну да, тут только на тракторе ездить. Опаньки. Конечно, уровень маленький, но посмотри, Димыч. Красота. Офигеть. Нет, с ямками. Смотри. С ямками, с ямками. Смотри, как здесь, даже под деревом. Все по тенек. кайфу. Ну что, ты доволен? Давай, может, начнем оттуда, знаю, посмотри, доволен какие нет, там но- разливы. Я очень на эту речку возлагал большие надежды. А сейчас возлагаешь? И сейчас возлагаю. Посмотри, как мы, сидя дома у компьютера, да, вычислили место, к которому даже вот можно подъехать. Да, в принципе, Хотя да. даже не видно, да, с дороги даже не видно, что здесь есть заезд. И неплохое место было бы, смотри. Да, давай, наверное, Димыч, туда в тенек. Начнем оттуда. Пройдем по берегу, чтобы не У пугать. нас такой участок реки, что нам не обязательно. Ну, спускаться, когда ты здесь видишь нет. такое место, то хочется туда Ну, давай, спуститься. там камешки. Давай. Пойдем туда. Ну что, речка выглядит красиво. Осталось только выяснить, есть ли тут форель. Мы же как бы только предполагаем, что она здесь есть. Если она здесь на самом деле, неизвестно. 2 человека сегодня здесь шли. Вот видите. 2 человека здесь сегодня шли. Вот свежая примятая трава. Вот это вот, ребята, плохо. Форель такая штука, что она не любит, когда к ней дважды приходят за день. Ну ладно. У нас уже обратного пути нет. Мы слишком долго сюда добирались. И сделаем все от нас зависящее, чтобы поймать рыбу. Так. Надо как-то проломиться. Начнем с вертушки, наверное, сегодня. Налево, да? Был удар. Нет. А, не вкусно. Ну, хотя бы есть. Ну, у меня тут в этой струйке одна клюнула рыба, правда, я это самое... Не зафиксировал, что за рыба? Да, возле берега сошла, ну... Одна атака была у меня вот между поваленным деревом и этим камнем, вот так я проводил, а взяла оттуда, ну, со струйки. А что, атаковала хариус, форель? Так я же говорю, не знаю. Не нюхал лесну? Ух ты! Сейчас мы узнаем. Но это не окунь точно, Димыч. Форель. То, зачем мы и приехали, смотри. Красавица. Да.
Красавица. Ну вот она. Разловились? Молодец. Спасибо. Сейчас аккуратненько отпустить. Все, поплыло. Ну, рыба есть, Саня? Знаешь, я думаю, тут и батя бы на поплавок бы смог ловить. И камни кто-то выкладывает, смотри. Да. Тут видите, ребят, кто-то делал вот этот искусственный порог, создавал. Вот он из камушков идет. Получается, тут такая спокойная река, широкая. И после порога вот созданы такие завихрения. Здесь хорошо охотятся форели. Есть струи, есть укрытие в виде камней. Посмотрите, вот камень. И за камнем, в принципе, практически нет течения. Видите? Я вот вертушку опустил. Она висит, вообще не колеблется. Одно из излюбленных мест, где стоит крупная форель. А вот какие ямки красивые. Когда рыба поднимается, ставили какие-то морды, поэтому и выложено камнями. Смотри, видишь? Вот струя, где рыба поднимается, здесь струя. Да. И тут вот какие-то заколы стояли. Угу. Ну да. Ну что, первая форелька есть. Это радует. Будем надеяться, что не последняя. Маршрут у нас около 9 километров предстоит. Так что нагуляемся мы сегодня вдоволь. Интересно, есть ли в этой реке хариус? Песчаник какой. Ага. У меня еще одна здесь форель была. Молодец. Вот кто-то перед нами шел, Дима. Да? Ну, там в реку заходил, там трава замятая, 2 человека. Но здесь на песке не видел, может быть, они пошли вниз по течению. А где-то же у нас будут еще доломитные берега здесь, да? Доломит, ну там, мне кажется, ближе к концу доломит. Ну, отлично. То есть, чем дальше, тем интереснее, так? 100%. Тем более, вряд ли кто-то решит пойти такой участок, как мы. Слушай, Димыч, ну, по крайней мере, визуально от этой речки я пока в восторге. Мне тоже очень она понравилась. Я говорю, причем сейчас дико низкий уровень, посмотри. Есть где рыбе стоять. Она не ушла куда-то, да. не скатилась в самый низ. Да. Она вполне может здесь существовать. О, есть, смотри. Отлично. Это покрупнее уже. Чем кто? А, смотри, хорек. А там вот выходил тоже под деревом харек. Хоречек. Ну все, с почином тебя тоже. Спасибо. Смотри, все-таки бусинка работает, да, Димыч? Да. Европейский хариус.
Красавчик какой-то. Смотри, стал на течении, его почти не видно. Не видно, да? Если не знаешь, он там есть, так и видно. Димон, дай 5. Давай. Форель Хариус есть здесь? Да. И мы это показали. Да ты что? Что? Че, и не клюнул никто? Там, возможно, мелко. А Там тут, струя. возможно, щука есть, Димыч. Щука может, да. Струя вот там между деревьями. Да, Ты аккуратно так. я вижу, да. Шучья травка. Шучья. Надо смотреть, что там. Какие места сами. Ну вот эта струя между ниже дерева. Да, да, да. Ее надо. О, удар. О, удар. Хорек, похоже. Давай выйдем туда. Ты туда прокинешь, я здесь. Малька, тьма тьмущая. Ну-ка, ставь след. Будет видно? Нет. Кинетический песок. О, форелька гналась. Из-за дерева. О, блин, гонится, но не берет. Мелкая, да? Да. Это не наш метод мелких ловить. Слушай, я, наверное, поставлю колебалку. Такие коряги облавливать на нее лучше. Сколько малька? Ага, очень много. Коряжник обкидывать хорошо. У меня стоит флюр 0,16. Смотрите, в чем фишка колебалки, когда облавливаешь коряжник. Вот как она тонет. Видите, она очень долго тонет. Не знаю, как Хариусу, конечно, она понравится. Но попробуем. Вот она сразу начинает играть с падения. А вот что хорошо. Вертушка падает, она на течении не всегда ведет себя так, как хотелось бы. А колебалка то, что надо. Вон как она красиво это делает. Смотрите. Раз. И пошел. Можно, поддергивая, оставлять ее на месте. Здесь должен быть неплохой участок. Река делает поворот, и там, возможно, подмойник. Потому что я стоял внизу, видел, как будто там песчаное отложение видно. Вот здесь где-то. Тогда давай здесь на перекате перейдем аккуратненько. Давай попробуем. А если хочется покушать, то можно вот тут столик. Что? Столик вот обустроен. Ну кушать еще рано нам. Места для пикника. Ну да. Удобно очень ходить, комфортно. Не так, как мы привыкли, да? Не оказалось подмоено здесь, Димыч. Но там Хариус может в струе стоять. Даже если он форель побил, потолок, попугал, то Хариус попал.
ничего не повытаскивать. Я думаю, Димыч, уделал бы ты меня сегодня в одни ворота с нахлыстом здесь. Ну, по хариусу точно. Много хариуса. Это уже сколько? У меня уже 3 поклевки было. Но мы приехали за крупной форелью, да, Димыч? За крупным хариусом. Он бежал сзади опять малышок. Вон он встал. Вон. Сейчас вытянем монстра. Ну. Но странно, такая крыша, и там никого нет. Не верю. Это легкий, да. Кто-то, наверное, побывал около этой коряги, Дима. Я не верю, что там крупная форель не стоит. Ну, нам остаются только тогда трудные забросы. Да, Это легкий заброс. это легкий, да. Ну, обкидывай тогда вот этот камушек. Я тогда то дерево обкидаю. Какая там яма, Димыч? Там яма 1,5 метра, Дим. Там глубоко на колебалку надо пробовать пробивать. Там очень глубоко, Димыч. Тарзанку можно делать. Нарзанку? Да. Яма кончилась, колебалку снимаем. Пойдем, Димыч. Ведь выглядит, что никого нет. Да. Я думаю, кто-то побывал. Такое место без рыбы странно. Пойдем выше, в дебри. Да, сейчас перейду. На берегу следов нет. А здесь такой песок, что следы А? не остаются. Песок такой, что следы не остаются. Ну, глубины, конечно, блин, капитальные. Так хочется, знаешь, окунуться в воду. Да. Ну все, сейчас будет, Саня, смотри. Надеюсь. Блин, большая полноводная река. Блин. Я думаю, большая рыба. Река офигенная. Есть где рыбе разгуляться и остаться непойманным. Пока что это, наверное, лучшее.
У меня в Латгалии такая была, только она камней больше и раков много. Ну давай, скидывай. А мы отсюда красивое место для ночевки не найдем. Мы не видим берега. Если только такой выход будет более-менее, знаешь. Есть. А. Ничего так. О! Парю, Да. фига себе, голова. О, Окунь. слушай, здоровый какой окунь, Димыч. А вот и будет, наверное, сейчас какие-то щучьи места. Вот это да. Ну, красавчик, Димыч. Какой пузач. Забирай мешок, скушаем вечером. Ну, очень красиво, покажи поближе. Еще, смотри. Вот кто-то кусал даже, возможно. Ну, такой 200 грамм. Точно берем? Ну, конечно. Берем. Слушай, медленная проводка. Ну, здесь вот щука еще может, кстати, крупная пара. Ну, как окунь, Димыч, сопротивлялся? Хорошо. Он лишь дает вниз, На. как и окунь. У дно? Ну, слушай, там может стая стоять. Может, да. Такая елка, да, вековая? Да, там даже их сколько-то там. Несколько. Интересно, жерех тут бывает? Голавль точно бывает. Ну, слушай, ям. Шел. Окунь? Да, вот где камни. Ничего себе. Понравилось? А, у тебя вертушка ж полосатая. А моя вертушка, смотри, окунь не хочет. Но щука, конечно, могла бы тут быть 100%. Я бы не огорчился. Что здесь она большая, может вырасти? М. На поплавок с червяком, не? Вот это да. На дон. Пипец. О, щука вот такая вот. Да? Ну понятно, тут место щучье. О, гонится. Ой, Тимыч, вот такая вот. Только что вышло. Может, даже кумжа. Это не щука была, Дима. Надо выдрачивать. О, удар. Димыч. О, есть. Есть. Щука. Нет, это была форель здесь. Да? Ну сколько мы видов собираем? 4 уже собрали, да? Да. А, ну ты здесь кидал чуть другое место, получается.
О, есть. Блин, вот это форель была, Димыч. Была? Да, давай колебалку поставь, я тебе дам. Ну да. Я ее почти не тяну. Слушай, хорошая вообще, Димыч. Да. Здорово. Давай, подсак возьму. Алло. Я только тебе колебалку собрался дать. Выводи. Слушай, нифига себе, такая щучина. Ага. Мамочка. Ну, для этой речки, по крайней мере. Какая сильная, офигеть. Ну, слушай, полтораха, Димыч. Красава. Давай. Молодец. Сработали по щуке. Приятно. Блин, Смотри, какая. полторашка. Не меньше. Блин. Отлично. А у меня форель только что. Вообще, вот это яма. Яма. А, флёр откусила? Здесь видно сейчас этими. Колбасила. Ну что, Димыч, дай 5. Красава. Супер. Хорошая яма. Это будет самое вкусное, да, Дим? Форельная щука. Да. Смотри, она даже по форме как форель такая, бутылочкой. Так что, похоже, отбивные мы сегодня есть не будем. У нас окуни, щуки, которые выращены на форели и хариусе. Про эту щуку можно сказать, знаешь как? Как? С кем поведешься, от того и наберешься. Да? Смотри, какой я сделал вывод. Я когда кидал оттуда, ты стоял здесь, и ты говоришь, вот щука там, щука, форель, да, выход. Я думал, как? У меня вроде вертушка красиво идет, но когда я стал здесь, в этой части, видишь, здесь струя и как бы сразу глубина. Да. И когда закидываешь приманку, ну вот в моем случае вертушку, она абсолютно на другую глубину опускается. Ну да. И она идет и играет по-другому. И эта игра и сразу, видишь, нравится. Согласен. Более натурально. Димыч, Слушай, у меня рюкзак стал тяжелый уже. ну что, по последнему забросику? Ну давай, по последнему пойдем. Мы прошли всего 660 метров Да, да. из 8 километров. Да, да, да. Похоже, мы сегодня до темноты ловить будем, Димыч. Я думаю, что мелководные участки просто пробегаем, да? Это неплохое место здесь тоже. Можно издалека кидать. Мелковато, конечно. Но Почему мы должны попасть на участок реки, где никто пока не ловил? Ну, последние какие-то пару дней. вот смотри, на том повороте, как долго мы не могли выловить даже щуку. Ты знаешь, что это толком ебать. Стой, не дергайся. Не, брось, не хочу.
какая тут яма, смотри. Наверное, там, где блесна, там 1,5 метра яма. Ну вот я не могу еще наступить. Речка стала немного однообразной. Кончились ямы. Кончились коряги. Ну, коряги есть, но вообще по сравнению с теми речками, где мы были до этого, это, конечно, даже вот на таких ровных длинных участках все равно имеет ямы. Ну вот глубиной вот здесь, например, 1,30 метра, наверное. Вот, что у нас пока что в улове? 3 щуки, 1 окунь, 1 форель и 2 хариуса. Продолжаем искать интересные места, изучать реку. Пока что прошли 2 километра. Вообще наш маршрут будет составлять суммарно, ну, где-то 8,5 километров. Так мы прикидывали по картам. Поэтому впереди еще много интересного. На часах у нас сколько, Димыч? 14:22. 14:22 на часах. Ну, время еще есть. Вот, смотрите, какая яма. Вот, в принципе, по пояс глубина. Периодически меняем вертушки, колебалки, воблера. Вертушки, колебалки, воблера. На ямах лучше работают колебалки. Хотя щука, Димыча, щука крупнее, чем моя. Он на вертушку поймал. Но он просто щучник. Привыкай. Щучник. Но моя рыба будет больше, чем твоя. Продолжаем рыбалку. Где под елкой была? Где? От этого бревна. Кусила, не кусила? Нет, не укусила. Пошла и развернулась. Вот такая. Может, щука? Не-не-не, форель серая. Есть, вот она. Хорошая. Ну, хорошо. 30. Ну, давай. Наводчик. Я, видишь, наводчиком сработал. Молодец, тихо, там еще может быть. Красотуля какая. Красотуля. Ай-яй-яй, какая красотуля. Димыч, блин, приятно.
Видите, ребят, дело тут такое. Если удалось выманить форель, ну, крупную, ну, хотя бы вот такую, более-менее, это, конечно, все равно меньше разрешенного размера для того, чтобы поставить в улове. Да и вообще такую рыбу оставлять в улове как-то... Вон щуки у нас есть для еды. Короче, если вышла она на приманку, погналась за ней, развернулась и не взяла, или тем более, если она взяла, то 100% сразу меняйте приманку с колебалки на вертушке, с воблера на вертушку, с вертушки на колебалку. В общем, в зависимости от того, на что был первый выход. Потому что выход на ту же самую приманку той же самой рыбы маловероятен уже. Приятно было побороться на струе. Спиннинг с тестом до 4 грамм. Вот такая вот трость. Маленькая тростиночка. Легенькая. Доставила массу удовольствия эта рыба. Смотрим дальше. Ловим, кайфуем, наслаждаемся. Речка для прогулки идеальная, удобная. Кайф, просто кайфовая речка. Я представляю, когда уровень воды немножко побольше, потому что сейчас уровень везде низкий. На нашей речке около лагеря он просто криминально низкий. Вот какая коряшка, смотрите. Вот. Там тоже может быть стоять рыбка. Сейчас аккуратненько ее пробросим. Нырок. Нырок там сидел. Ай, тварь. Если тут нырок, то тут делать нечего. Вон он поплыл. Вон нырок. Пошел под водой. Фу, красота какая. Сказочная. Тут, наверное, Дима, конечно, уже обловил. Куст плывет. Значит, он где-то там наверху уже куст поймал. Надо его догнать. Так. Вот, что он поймал. Угу. Это не куст. Травка. Так. Характер среза такой. Может быть, это он тащил щуку, и она шнуром порезала. Сейчас проверим. А вон и он. Ну что? Одну достал? Форель? Молодец. Даже показалось, что радужная. Вот такая светлая. Ага. В заглот взяла? Да, смотри. Догоняла. Она ж была открытая.
Смотри, не вытащишь? Хватануло, блин. Вместе со щукой пожарим. Давай. Сейчас в догоночку смотри. Смотри-ка, никого. Такое место жирное. Серьезно? Тихо, такой удар по зубам был. Щука. Ну, она кусанула, может быть, это самое укололась. Она не засеклась. Может, щука. Потому что, может, этот челюсть такая. Но если это была рыба, Саня, это спасти. Блин, слушай. Ты не против, если я ее выловлю сейчас? Место, конечно, хорошее. Ну, корня там нету, Димыч. Рыба была, значит. Понимаешь, не просто потяг, а просто Удар. как топор. Да. В этом плане бабушки лучше, они уже, блядь, поднимаются и летят. Только что вот там, выше этой ступеньки, меня атаковала крупная форель. Сейчас подожду Диму. Попробуем обловить. Она ушла в корягу. Но не за крючок, а так ударила. Может быть, еще не все потеряно. Но однозначно нужно приманку менять. Форель второй раз уже может на одну и ту же приманку не взять. Теперь поставлю вертушку. Причем не просто там цвет менять, а принципиально лучше менять. Если выход был на вертушку, лучше ставить колебалку. Если выход был на колебалку, ставить вертушку. О, маленькая. Нет, там была большая, Димыч. Да? Нет, там большая была. Потому что байки травишь? Не, Ну сейчас тогда будет. ну если она не куснула уже. Давай, ты. Ну. Ой. О, вот она. Ага. Блин, Хорошая? хорошая. Очень. Ну, отлично. Молодчик. Вот она, Димыч. Она и выпрыгивала. Смотри, на колебалку второй раз не захотела брать. Может еще, да? Коряга хорошая. Взяла жадно, всю вертушку захавала.
Смотри, ее вообще не видно. Черная коряшка. О, никого не было. Никого нет дома. Место зачетное. Подмоено под корнем. Обратная струйка такая есть. Шли мы тихо, рыбу не спугнули. Просто ее там нету. Нету. Какая же погода сегодня классная. Ну что, Дим, у тебя? Там была форель. Ну, она потушила, я еще притащил. Такая, может, 25 лет. Ага. Вон там, вон, смотри, видишь? Да. А, ты ее даже протащил? Да. Тогда нет смысла даже. Не, она это самое, по зубам получила. Хорошие вот эти места около травки, видишь, подмоинки такие. Ну вот там интересно, когда меня ударило. Ну там, блин, вообще. Этот Ну, корень может, так откидывал. кажется. Сюда бы, блин, в рабочий день приехать, чтобы первому оказаться. Суббота, конечно, совсем для форели неподходящий день. Надеюсь, что у нас на маршруте еще будут ямы, так как та, блин, где щуки у нас были. О, удар. Хрюсок. Небольшенький. Такие большие ямы, их классно облавливать, потому что глубокое, дно не видно, рыбу не видно. И ты ждешь, знаешь, как бы. Ага. Сорвалась. Крупняк? Не, мелкая. Вообще похоже было на окуня. Слушай, вот это не следы человека по воде? Я просто давно их заметил такие. Как ты думаешь? Да, 100%. Кто-то шел перед Блин, нами. он не шел, там. Потому что, видишь, сбито. Да, это следы. Видишь, сбиты эти темные места. Вот так он ушел. Ну что-то мы собираем за ним все-таки. Это глупо в субботу, и нету рыбаков. Были они просто раньше? Были. Пока ты спишь? Ну да. Ну вон, да, видишь, как следы. Там двое, наверное. Два. Две тропинки было. Я думаю, они четко по ямам пришли по своим. А мы с тобой добираем под какими-то Просто сложными коряжниками. Просто интересно, где они поставили машину, как туда добирались. Либо кто-то привез их. Наверное. Да, Димыч, смотри, вот следы. О, чик. И пошел. Видишь, по траве, вот он пошел куда. И по берегу. То есть они этот участок обошли. Думаешь? Да, поэтому... Ну, он типа бесперспективный, мелкий. Поэтому
Мы с тобой добираем просто. Знаешь, что это за поляна была? Может, перекус, Дим, устроим? Здесь неудобно. Пошли. Мне удобно. Красивые места. На был похож, да, Саня? Угу. Если тут форель есть, то жирная. Угу. Хариус. Да, малыш. Ух ты, бля. Димыч, кидай. Удар. Да. На мою больше не возьмет. Кидай на вертушку. Между двух корчак. О, да. Может, еще раз. Там что-то, мне кажется. Не-не-не. У меня именно на падающую. А, слышал? Видел? Блин, 2 раза, Димыч. 2 раза. Хариус? Не знаю. Ну, кусь. Брось туда. На крючок не укололась. Медленную проводку. Хорошее место. Здесь, правда, больше шансов, наверное, на щуку, чем на форель. Ага. Шла форель сзади. С учетом того, что мы выяснили, что мы здесь идем не первые, поставлю приманку, на которую они точно здесь не ловили. Я думаю, что здесь никогда никто на такую не ловил приманку.
Ну, отлично, сама сошла. Вот на этот воблерочек, на который и вчера я выманивал рыбу. Хороший воблерочек. Хороший. И голавль его любят. Все, хана моим вейдерсом. Вот дырочка. Может заклеить удастся. Хожу, хлюпаю. Хлюп, 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 хлюп. Ничего, лето. В Норвегии, конечно, может, успею доклеить. Купить уже не получится до Норвегии. Через 2 недели в Норвегию с Янкой едем. А там будет плюс 12 температура. И вода холодная. Прошли мы 4 километра 540 метров. Долго у нас что-то сегодня идет. Речка незнакомая. Пока места все поймем, пока изучим. Смотрели по карте, должно быть какой-то там какая-то бывшая мельница или переправа через пару километров. Там устроим привал, перекусим. 5 часов вечера. Ну что, Димыч, возлагаешь ли ты надежду на этот поворотик? Да, не было тут ям, оказалось далека. Казалось, интересно. Даже хариус не берет. Да, это наша спасла. Есть? Я не буду нажимать. А, не крупная. Не крупная? Ну, такая. Там, может, она идет просто сюда. Окунь. А, окунь, ничего себе. Такую видели колебалочку? 5 граммчиков. Розовая? А? Розовая? Не, во. Красиво тут. Смотри, там, да, между камней.
Ага. Врата рая. Закинуть надо? Конечно. Смотрите, с высоты птичьего полета. Коршунский заброс. Ну, если бы сейчас взяла, конечно, прикол был. Килограммовая. Пришлось бы резко с обрыва прыгать. Ай, баловство, конечно. Вы не электропередач. Наконец-то дождик, Дим. Да. Я уже, 7 потов спустил. Вот сейчас привал уже через 100 метров. Харальд. За камнем там была? Не, а причем сначала, вот, ну, как бы схватила, потащила, а потом... Ну, тихо, тихо. Ну, что? А, не ушла. Привала у нас, скорее всего, не будет. В струе взяла, Димыч. Вот там, видишь, камушек стоит, где лист сейчас плывет. Вот там она и взяла. О, блин, выскочила из-за камня, Димыч. Ай. Давай еще раз. Слушай, Димыч, надо вертушку твою второй раз не хочет на колебалку. Она ровно под камнем сидит. Стой, 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 куда ты, куда ты? Вот отсюда кидай, вот отсюда, вот здесь, за этим камнем. Спереди? Вот здесь, прям под этим камнем. Не, Димыч. Вот здесь, смотри. Вот такая проводка нужна. Ну? Четко вот под этим валуном она стояла. Форелька стояла под елочкой. Слышь? Там я видел лестницу, там можно на второй этаж залезть. И там поесть, а? Где ж наша переправа-то, блин?
Ну там било у меня. Было? На, смотри, Димыч. Вот похожее местечко. Смотри. Только ямы такой нет. Нету, да, но все равно. Во-первых, вот здесь есть. Форола? Форола. Ничего себе. Какая бойкая. Тиу. Ну давай. Ну давай, давай, беги. На струе взяла, Димыч. Смотри, место-то хорошее, вот смотри. Оно такое довольно глубокое. Видишь, после ступеньки она здесь караулит. О, атаковала. Она вот ниже этой ступеньки стоит и караулит. А, видишь, тут еще камень был, она за камнем стояла. Акмens tur bija. Акментиня, я. Tad рихтига. Вот смотри, какая глубина. Ага, у меня нету. О, смотри. Солодка надо? Рыба может стоять. Слушай, ну там, где она есть, Димыч, берет агрессивно, хорошо. Не так, знаешь, по-взрослому. Заметили, издалека хариус кормится. Снимаем колебалки, ставим вертушки. Знаешь, что я поставлю? Сейчас будем колотить хариуса. А знаешь, какую я поставлю? Вот эту. Ну вот, зацените. Вот она, малышка. Любимая еда хариуса. Ну что, тебе удобно, Димыч, отсюда? Кидаем? Туда, вперед? Давай. Да. О, блин, сразу был, сразу же видел? Блин, сорвался с первого заброса. Есть, да, Снимай, отлично, я снимаю. Пошел туда вниз. Да, о. Слушай, так это у тебя форель крупная. А я думал хариус. Так у меня тогда форель, что ли, была? Так, выходит. Смотри, в зависимости от участка реки. Она Разного имеет цвета. цвет, да. То есть она, получается, выходила на поверхность, Черная Димыч? такая. Да. Получается, форель кормилась. На, пошла. Смотри, 2 заброса, 2 рыбки, да? Ну, я-то первую на понтон. Он сюда не хочешь кинуть? Я уже кинул. Отличная струя. Там выше тоже были выходы. Сань, убей меня овода на раскопсавой. Спасибо. Тоже хотел туда. Ох ты, блин. Ну, камушек, скорее всего. И вот там, по правому берегу, за теми 2 камнями тоже выходы были. То есть надо тут подробно обработать, Димыч.
Посмотрите, какой крутой домина. Чисто сруб. 6 часов 10 минут. Прошли 6 километров, 500 метров. Обловим здесь, около этого крутого дома. И потом здесь будем кушать. Ужин у нас будет. Ну, перекус вернее. Ну, еще дальше идти нам парочку километров. Блин, ну тут что-то большое же должно быть, Димыч. Посмотри, это получается мост старый, посмотри, да? Ну, тут стояли жернова какие-то. Ну, если это была мельница, то прям, ну, прям серьезная. О, смотри, бобер ползет по плотине. Ага. Блин, какой он гигантский, ты видел? Я думал сначала, мне показалось. Просто огроменнейший. Ой, я попал ему по башке. Я не знал, что они такие гигантские, Димыч. Такой пришел посмотреть, что происходит. Слушай, ну тут на доночку сидеть, ловить вечерком можно. Ага. Посмотри, как сделано. Офигеть. Такие брусы, да? Ага. А, из двух. Красивый вид здесь. Да, барон не зря тут место. Представляешь, он сидел барон где-то в Германии, да? Здесь холопам же нельзя было ловить форель, лосося, который заходил. Такой открыл карту Латвии, да? Да. Такой, здесь хочу. И построили ему. Ну что, надо по забросику, Димыч? Отсюда? Конечно. Вот туда будет спуститься и параллельно провести. Ударчик у меня был. Сразу же. По времени? Когда как с дерева упало. Мне всегда кажется, что в таком месте раки должны быть, да, Димыч? Значит, когда перекушу, я, наверное, на поппер попробую. О, бля, Дима, это было жопа просто. Блин, ты бы видел. Фу, я не знаю, но это было килограмма 2 рыба. Я тебя гарантирую. Она не взяла. Она просто, ну, рядом мелькнула. Просто колоссальная рыбина. Да, полетим. Подожди, я еще один заброс. Я не знаю, на камеру там записалось, не записалось. Я же без очков видел. Просто какая-то охренительная рыбина, блин.
Как будто 10 лет не ел. Вкуснее еды вообще не бывает. Сейчас кидали с этого парапета. Сверху было видно вот такой ширины. Вот такой бочина. Вышел, мелькнул и обратно уплыл. Сверху видно, поэтому спустились вниз, обкидывали. Мы минут 20 кидались там. Приманок И кучу ничего, переменяли. Что за рыба, непонятно. На данный момент 18:46. 18:46. Смотри, маршрут как выглядит наш. Угу. И шо? Посмотрим немножко, как там дальше. Может быть, психанем и уже пойдем к машине. Заводь эту еще обкидаем, конечно. Ну, обкидаем, давай, по 20 забросов, да? По 20? Пойдем. Иначе пропадает вся остальная речка. Давай. Так, ну что, поели, попили, вертушку зацепили, отцепили, погнали. Да, такая. Выпрыгнула. Цель сошла. Где взяла, Димыч? Прям в струе, да? Вертушка? Вертушка, да. Смотри, какой утес. Какая глубина? Очень комфортно для любого размера. Я так понимаю, легкая добыча. Малюточка. А вон выходок был. Где? А там вот куда я кинул. Видимо, тут есть какие-то шлюзы, потому что резко пошло течение, резко поднялся уровень воды и резко вода помутнела. Начала нести всякий мелкий мусор. Дима сразу поймал 2 форелей и поймал на струе. Такое ощущение, как будто форель вышла из укрытий на струю и пытается среди вот этого того, что несет по течению, выискивать какой-то корм. Так что ситуация поменялась на реке. Посмотрим, как это повлияет. Поймаем ли мы что-то еще или нет. Ну, в такой воде может монстр показаться, да, за вертушкой. Вау, какая красота! Ну тут прямо хочется удара получить, Димыч. Тут прям надо. О, блин. Слышь? Кто-то был? А, удар. Не укололась. Кидай туда. Не укололась. На вертушку возьмет.
Совсем ничего не берет, да? Ну вот ударчик был только что. Только что? Да, но сейчас не будет уже. Ты уже там сейчас испугал все. Окунь. Ты сегодня, Димыч, мастер. Мастер полосастер. Главное, с такой форельной точкой стоял, да? И главное, они тут как-то не стаями, по одному, блин. Как взрослый. Мгм. Любит он эту вертушку твою. Ушел? Слушай, ну, Димыч, ты сегодня повелитель окуней. Хороший окунь. Видишь, смотри, он зеленый, с синеватым отливом. Да. И это, видишь? Мгм. Вертушка у тебя хорошая на окуня. Берем, наверное, такого? Или хватит нам рыбы? Хватит. Тебя чистить до утра еще ее. Пиу. Да, слушай. Казалось, форель хорошая, да? О, есть, хорошая. Окунь, что ли, опять? Вот давит, Димон. Щука, что ли? Форель? Окунь. Слушай, ну этого надо брать, хороший окунь. А, ух ты. Да. Ну, пакеш. Ну, блин, акушара. Берем. Да. Закинешь, да? Да. Так. Не форельный год у тебя в этом году. Ты его не прибил? Не. О, есть еще. На вечерние зорьки окуни пошли, да? Ага, вижу. Хариус. Ну, блин, ты даешь, Димон. Смотри, тут уже оранжевый. Оранжевый, да. Ну, этого отпустим. Этого отпускаем, да. Грибы вот так. Да. Починал. Спасибо. Ну вот это было. Самостоятельно выделся? Да.
10 километров, 9 часов 48 минут. Такой хороший пацанский походик. Идем в машину и поедем жарить рыбу с картохой. Пить холодненькое пивко. И мы с речки в холодной воде пропотели, блин. Очень здоровский поход получился. Хоть и не особо рыбный, но рыба есть на жареху. Места зато, блин, очень красивые, сказочные. Продышались, погнали в лагерь. На люке? Да, кто-то сыт. Что не помыть? Минеральная вода хочешь? Мыло взял, да? Нас кидали в У меня пацаны. Вот. Хотя. Ну что, ребят, Димыч, пьем за рыбалку. Пьем. За рыбалку. Смотри, я полосатый от этого. За рыбалку все-таки как-никак что-то поймали. Но поход был отличный. Еще что-то можем. В 9 выехали. Сейчас 12:30 ночи. Ну что, я чищу рыбу, ты чистишь картошку, да? Давай. Ну что, Димыч, что ты говоришь? В окуне мальки хариуса или форели? Ну форели. Я тоже думаю. В щуке тоже форель. Ну, щуки даже будет, может быть, неплохая какая-то форелька, но окунь пузатый. Шука. Хорошая, да? Отлично. Живот, он, смотри, какой. Да. Смотри, она как радужка. Как радужка, да. Радужная щука. Кстати, эту картошку можно вместе с кожурой спокойно жарить и готовить в духовке. Смотрите, ножом получается, что такая ребристая. Рифленая. Почки в хорошем состоянии у пациента, все в порядке. Не пила. Не. Вот тебе и отбивные куриные, да, Димыч? Мы ж не рассчитывали, форель брать, да? То есть поэтому думали без рыбы будем. Ну, в смысле. Мы, в смысле, вообще никогда ее не берем. Практически. Да. Поехали на форель, но в итоге, смотри, рыбу едим все-таки. Наловили И форель. неплохую рыбу. Вот. Ну смотри, все равно есть разделение, где живут щуки, где живут форели, да? Да, но ты заметь, что вот эта яма, где ты поймал, где мы поймали с тобой щук, в этой яме же форель выходила. Ну там была такая крупная, что щука на нее даже не будет Ну бросаться. да, тоже верно, кстати, да. Ну вот, блин, жалко, что она не взяла. Ну Сколько? ничего, Две нереализованных крупных ничего сегодня страшного. поклевки. Мы-то знаем, что она там есть. Слушай, Димыч, у тебя тут все, как говорится, по комнатам Порционно. разложено, да? То есть ты чесноком преградил, как будто лук это вампир или зомби, преградил от людей, а люди это картофель.
Не просто люди. Это на тебя пиво так действует? Ты пригрозил чесночной дорогой, Ну да? тут, конечно, аромат до потолка стоит. Тут Ну уже То есть, никто не получается, пройдет. какой высоты у тебя стенка из чеснока ароматизирует? Да. Ну что, Димыч, я первый заливаю Погнали. масло. Я против часовой стрелки лью. В этот раз. На что это повлияет? А потому что катушку, когда ты крутишь, мы же рыбу Ну жарим. ты же левой рукой крутишь. Да, левой, но я же, если так посмотреть, получается против часовой, правильно? Угу. Значит, это рыба, значит против. А у тебя картошка, ты чистил, ты против. Я могу вот нарисовать. Смотри, фигуры. А, Видишь? да. Ты пока рисуешь, все, масло не вырисуй. Ну, хотя тебе для картошки много Много надо. надо. Самое вкусное упало. Поэтому чеснок надо собрать. Ну, сухари немецкие взял, да? Меркелевы сухари. Шольцевы. Шольцева, но мы, Дима, еще с того поколения, что можем говорить Меркелевы. Шредеровы. Ну, Шредеровы это... Это уже... Не все знают. Это такое. Многие подумают, что это из черепашек ниндзя, да, Шредер? Так, баллон есть тут, да? А не сваришь картошку? Пришлось так плотником, Дима, все укладывать. За один раз, чтобы, да? Да. Но сливочного добавлять что? Добавлю. Весь горит. Все, масло есть. Представляешь, на самом деле, какая гигантская работа у нас. Ради того, чтобы... Нет, вообще ради того, чтобы даже просто сюда поехать. Ну, да. Не просто поехали там на такое-то озеро. Речку выбрали, надо выбрать маршрут. Как, откуда стартовать, куда приходить, как потом возвращаться. А ты чеснок крупными будешь кусками кидать? Не, потом порежу еще. Дашь мне немножко чеснока? Ну, так я же тебе предлагал, в рыбу. конечно. Так, Димыч, рыба готова. Ну все, пусть остывает. О, вот понюхай чесночком. Угу. Так чеснок мог порезать. Не так мелко, как резал, просто такие Долечки. долечки, да. Слайсы. Что, ну масло больше никуда нам не надо, я могу использовать, да? Да. Смотри, как. Ой, хорошо, да?
Как он говорит, listen. Значит, курей у него нету, получается. Дай-ка продвину. Димыч? Давай. Так? Не, разбазаривание соли только. Короче, каждому сколько-то. В общем, надо и окуня взять, Димыч, и шуку. Вот этого куска цепану. О, смотри какой. Так, ну, а помидоры будем в прикуску, да, брать? Конечно. Зацени. Слушай, прикольно, да? Картошки мало взял. Попробую картошку. А, ну мало взял, да. Потом может не остаться. Может. Ну, Димон, Ну, заценим. Супер. Ну, окушок. О, смотри. Угу. Разваливается. Да, прям. А. И вот это вот тринг. И сюда, да? Димыч, держи. Можно, да? Да. Приятного аппетита. Знаешь, я с форельной речки щук много раз ел, в окуня впервые ем. Вкусный очень. Скажи, это отличается от простой речки. Это же картошка, да, отличается? А? Форелевая картошка даже отличается. Да. Думал, будем сидеть, базарить, обсуждать. А щука вообще сказка. Да? Какая она сладкая. Ну-ка. Офигеть. Да? Угу.